Я люблю меняться. Я люблю появляться всегда в разных вещах, люблю шокировать публику. Бла-бла-бла-бла. Маслянино — это поселок с населением 13 тысяч. Здесь все практически друг друга знают и готовы меня просто захейтить. Я фрик, я такой, все. Знаете меня таким. Все началось с 14 лет, когда я увидел по телевизору самого яркого эпатажного артиста Гогена Солнцева. В тот момент он меня очень заинтересовал своим ярким макияжем, неординарным поведением. И в тот момент я решил попробовать что-то сделать, точнее поэкспериментировать со своей внешностью. Было страшно, но я решил, что нужно попробовать. Ну, я решил купить какие-то вещи яркие, косметику, ну и решил преобразиться. Все начинается у меня, естественно, с мейкапа. Сначала я делаю мейкап, а потом я надеваю на себя парик. После парика, естественно, у меня идут уже какие-то наряды, я придумываю что-то. Сначала думаю, что надеть на себя, а потом уже, естественно, когда образ я придумал, одеваюсь как-то и выхожу на улицу. Конечно, паричок мне немножко маловатый, но зато он практичный, я считаю, для меня, и удобный. И последний штрих моего готического образа. Аккуратно поправляем волосы. Маслянино — это поселок с населением 13 тысяч. Здесь все практически друг друга знают и готовы меня просто захейтить, потому что они меня терпеть не могут. Многие даже, я помню, грозились расправой. И бабушки говорили, что вот ему нужно уезжать, ему здесь жизни не дадут. Бла-бла-бла-бла. Когда я выхожу на улицу, я просто распускаюсь, я становлюсь совсем другим. Но в этот же момент меня общество не воспринимает. Но я им делаю вызов, можно сказать, на батл. Я их провоцирую, чтобы они меня заметили. Потому что, да, я сам хочу, чтобы меня заметили. Но в этот момент я понимаю, что зачем вы меня оскорбляете? Вы примите меня таким, какой я есть. Зачем человека просто на ровном месте унижать? Кто-то может подойти сфотографироваться, кто-то может меня оскорбить, кто-то вовсе может даже напасть. Были случаи нападения неоднократно. Но большинство сейчас в поселке уже привыкли и считают, что я местный дурачок, можно так сказать. Это единственная фотография у меня осталась от моей мамы. Здесь я вижу, я здесь совсем маленький. Здесь рядом со мной брат. Эта фотография была сделана, если не ошибаюсь, лет 15-16 назад. А рядом, вот вторая фотография, тоже единственная, это мой родной брат по маминой линии. Ему сейчас 15 лет, но мы хорошо хоть и общаемся, но в любом случае мама моя не поддерживает со мной контакт, она со мной никак не хочет связываться, общаться. Я спрашивал много раз у брата, почему моя мама не хочет со мной общаться, он, к сожалению, говорит, я не знаю. Мама меня заставляла воровать в возрасте от 5 до 6 лет. Я прекрасно это помню, как все происходило. Просто мама меня к этому принуждала. Были моменты, когда мы ходили с мамой в магазин. Она просто видела каких-то мужчин или женщин, чтобы я к ним аккуратно подходил, открывал незаметно сумки и вытаскивал, например, какие-то драгоценные вещи, деньги. Мама меня бросила в возрасте 8 лет на произвол судьбы. Просто увезли к двоюродной бабушке, к незнакомому мне человеку, и оставили меня, и все. А папа у меня как будто, со слов брата, сидит в тюрьме. Но я с ним не общаюсь. Я, честно, его боюсь, потому что, как я слышал, он совершил много очень серьезных дел.
Буллингом я столкнулся с 1 класса, а более серьезные уже какие-то моменты происходили уже в старших классах. Помню момент, когда просто пришел ярко, можно сказать, одеться в макияже. Стрелки были неровные, брови как-то криво нарисованы. И в тот момент просто ни с того ни с сего один парень меня схватил за волосы и... Ой, извините. И просто взял, окунул меня головой в унитаз. Это было очень неприятно, обидно. Я, естественно, закричал: насилуют, убивают меня. Ну, к сожалению, в ту секунду мне никто не пришел на помощь. Девочки меня еще в тот момент очень сильно оплевали, оскорбили меня и просто оттолкнули. Я ударился, естественно, об пол, разбил себе голову. У меня даже шрам там остался где-то на голове. Были моменты даже, когда меня просто приглашали на какие-то сценки в школе, а мои одноклассники, бывшие, просто меня выгоняли из этих сценок. Я просто уходил, отказывался от ролей. А сейчас, я понимаю, что сейчас происходит со мной, что я меняюсь. Я считаю, что это все идет из детства, потому что мне вот этих ролей, которых в школе мне не давали, не разрешали мне меняться, все запрещали, я сейчас это все в настоящее время реализовываю себя в этом направлении. А сюда я пришел пошопиться, купить какие-то себе шмотки классные, яркие, что-то такое неординарное. Сейчас мне уже 20 лет, я до сих пор живу в образе, постоянно меняюсь. Люблю как-то постоянно что-то темное, что-то яркое. И всегда я образы с умом подбираю. Не просто так тяп-ляп надел, пошел. Нет, это нужно еще продумать, какой у тебя будет образ. Потому что многие известные фрики, которые популярные, они месяцами, годами продумывают свои образы, чтобы, например, выйти в свет. Ой, моя любимая песня, Даня Милохин и фит Николай Басков. Обожаю эту песню. 2021. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. В моем бокале смузи, мы на трэп-хате дико тусим. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. В моем бокале смузи, мы на трэп-хате дико тусим. Дорогие люди, я хочу вам сказать, оставайтесь такие, какие вы есть на самом деле. Жизнь, она одна, нужно ее прожить так, как хочешь.